Приветствую, дамы и господа, и как я обещал, вторая игра. Пока вы смотрите на мои приключения в виде мартышки, кстати, очень даже неплохо смотрите, поэтому я подумываю над полным прохождением, представляю вам вторую игру, которая тоже вот свежачок, только совсем недавно вышла и называется она Control. Собственно, она от создателей Макс Пейна. По Макс Пейну у меня самые теплые воспоминания из моего детства. Макс Пейн первый и второй в свое время был неимоверно крутыми играми. Третий тоже не подкачал, поэтому здесь я жду интересную историю. Давайте же начинать, давайте посмотрим, что нам предложат здесь. Играю здесь мы, как я понимаю, за телочку, которая обладает какими-то телекинетическими способностями, ну или чем-то в этом роде. Думаю, будет интересно. Такой первый взгляд, возможно, первая серия прохождения, опять же, если вам зайдет. Это будет несколько необычно. Хорошо. К сожалению, русского дубляжа здесь нет, поэтому дублировать буду я. Так что всем любителям фильмов из 90-х посвящается одноголосый перевод. Я, например, любитель. Текс, стена какая-то. Бетонная. Я знаю, что иногда отрубала тебя. Я всегда рада тебя слышать. Просто я снова начинаю надеяться. Сколько раз надежды разбивались. Не сосчитать. Мы как будто живем в комнате, где на стене висит плакат. Мы пялимся на это и думаем, что весь мир — это и есть комната и плакат. Федеральное бюро контроля написано на стене. На плакате что-то симпатичное. Пейзаж или, может быть, известный артист. Совсем как в фильме про тюрьму. Как же он называется? Плакат, тюрьма. Побег из Шоушенка, наверное. Комната — это тюремная камера. Картинку каждый из нас видит по-своему. Картинка может быть разной, но все мы к ней прикованы. Воу, 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 сколько белых экранов. Но это все неправда. Это всего лишь ширма, скрывающая правду. Они врут нам. Мы врем самим себе. Комната — это не весь мир. Наш мир намного больше и удивительнее. Плакат на стене лишь скрывает проход, ведущий в реальный мир. В комнате мы в безопасности. Это я, судя по всему. Но иногда нечто выползает из-за плаката. А тот, кто становится этому свидетелем, от потрясения пытается забыть обо всем, что видел. Ну, симпатичная, в общем. Я здесь. Что дальше? Дальше начинаем игру. Алло, аго. Так, ВСД перемещение. Понятно. Прыгать. Прыгать наша женщина умеет. Хорошо, что не на каблуках. Как насчет задних ракурсов? Ну, можно было бы и пожестче. Так, ну стол. Ну тут пусто. Мне наверняка сюда. Вон что-то горит. Что тут можно взять? F. Ага, зажимать. Напоминание запрещенных предметов. Открыть коллекцию. Ну, откроем. И что у нас? Активы. Память дома, астральный след, концептуальный, энтропическое эхо, останки зоны соприкосновения, зараженный образец. Понятно. Ни хрена не понятно. Корреспонденция. Так. Ряд предметов запрещен на территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимым вновь напомнить о запрещенных материалах. Несанкционированное оружие, пейджеры, портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, умные сотрудники. Все другое умное. Ну, умные сотрудники. Карандаши номер 2. Это очень опасно. Я слышал про кучу убийств карандашами номер 2. Любые предметы, считающиеся культовыми представлением архетипической концепции, например, резиновые утята и бутылки кетчупа. Строго. Все материалы, изучаемые в бюро в рамках следствия, должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данное правило, немедленно сообщите об этом руководству.
Ну ладно, а драться я умею, там удар. Сюда можно зайти. Что у нас тут? Ничего у нас тут, судя по всему. Не, ну графончик в принципе сочный. И волосы у меня так прикольненько дергаются, но чувствую одинаково, не особо физически. Так, используйте shift во время бега для рывка, ну это понятно. Ой, чувак, какой-то ты пиксельный. Доктор Каспер Дарлинг. Каспер Дорогуша. Прикольно. А это что, уборщик? Уборщик за работой. А ты кто такой, господин? Тони Старк? Нет, папа Старка. Директор Захария Тренч. Ну, Захария так Захария. Федеральное бюро контроля. Да, я понял уже те. Я искала их столько лет, а они все время скрывались прямо на виду. Сюда можно пролезть? Нет. Там никого нету. Не картографированная зона. Ладно. Здесь тоже входа нет. Рывок на шифте. Хорошо, вон что-то есть. Давайте смотреть. Так, корреспонденция. Опять читать. Ну, будем читать. Я люблю читать. Так, система безопасности. Внимание всем. Это цензура так, короче, зачеркивает. Акула в его также безопасное разрешение для следовать стандартному протоколу. Огонь на поражение, удачи. Короче, кто-то что-то делал с акулой. Явно. А что, глазки у моей девочки красивенькие, скажу я вам. Это включить нельзя? Нельзя. Ну, пошли дальше, пошли дальше. Как я понимаю, вот такими штуками будет все обозначено. Еще документы. Читаем, читаем, читаем. Так. Здравствуйте. Как вам уже известно, отчеты R4 следует сдать до конца недели. Мы все еще ожидаем их от некоторых сотрудников. Если вам потребуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить вам бланк R4E. Если вы считаете, что освобождены от заполнения R4, вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела. Помните, отчеты R4 являются обязательным в соответствии с разделом 75.2 руководства для сотрудников. Если для вашего отчета R4 потребуются межведомственные претензии, при необходимости свяжитесь с соответствующим главой отдела. Доктор Дарлинг, мисс Маршалл, господин Сальвадор или господин Кирклунд. В четверг они будут заняты ежегодным пересмотром политики, поэтому оставляйте свой график с учетом этого. С наилучшими пожеланиями, административная команда. Как я понимаю, это должно мне раскрыть лор мира. Пока мне нравится графончик, мне в принципе нравится физика. Оп-оп-оп-оп-оп. Уборщик, я тебя на картине видел. Видела. Ах, вот ты где, у меня есть для тебя работа. Помощница уборщика. Но сначала интервью. Иди вон туда, к лифту. Спасибо. Лифт вон туда. Понятно. Очень хорошо. Я Ахти, уборщик. Кого-то он мне напоминает. Ты будешь работать на меня. Скажи, что я тебя послал. Если они не помогут тебе... Нин Йохан он Хельвети. Теперь работа для топора. Отнеси это за сауну, Юмалута. Короче, охренеть. Я достаточно подрабатывала в одинокие ночные смены. Уборщик Ахти на моей стороне в этой истории. Лучше, чем кто-то незнакомый. Подумай об этом, новенько. Кого же мне напоминают? По-моему, он похож на Гарри Олдмана. Но я знаю, о чем ты думаешь. Если здесь есть страшный убийца с топором, то это точно он. Продвигаться вглубь бюро. О, лифт. Классно. Наверное, ж мне в лифт. Ну, пошли в лифт. Кто-то меня ведет зачем-то. Номера. Камера и плакат. Мне было 11, когда я впервые заглянула за плакат на стене. Мне сказали, что я все придумала. И с тех пор я все время пыталась его снять. Поможешь мне? Да помогу. Говно вопрос. Так, понятно, это, судя по всему, заставка понеслась. Вот. Такое ощущение, что мне еще не показали название игры, не объяснили, хотя ни хера мне не объяснили, что-то происходит. Но, судя по всему, это бюро контроля, если у них так много всего цензурируется, занимается явно чем-нибудь почище ЦРУ или ФБР. Явно будет интересно. А если добавить к этому, что я читал про паранормальные способности, думаю, должно быть круто.
Атмосфера в Макс Пейне была великолепна, особенно вот вставки из комиксов, это было шикарно. Поэтому, надеюсь, игра меня не разочарует. Пока выглядит сочно, с физикой вроде все в порядке, тело движется нормально, глаз не режет. Ну и главное сюжет. Мне, в принципе, в любой игре главное сюжет. Графика это уже дело 10-е, да, поняла, что Control называется игра? Продвигатель вглубь беру. Ну, пошли. Мне показалось, что я потеряла себя. Знаешь, о ком я все время думаю? О моем братике Дилане. Прошло 17 лет с тех пор, как бюро забрало его. Опа. Это что у нас? Типа, ну и мне сюда нельзя попасть, да? В этой комнате ничего не было, чтобы я не пропустил. Не пропустила! Я же женщина. Уважайте женщин. Может быть, я даже феминистка. Просто подмышки не видны под курткой. Так вполне себе смахивает. Текс. Вон что-то есть. Это почта Аэро. Мы тоже такой пользуемся. И еще корреспонденция. Ага, так, во-первых, миссии. С прибытием в старший дом. Джесси Фейден прибывает в старший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответы на загадки своего детства. Джесси Фейден, судя по всему, это я. Такс. Тренч не беспокоить. Барбара, не беспокоить меня. Отмените все мои встречи на день, до конца недели. Я не могу их доверять. Я не могу им доверять, Барбара, никому из них. Тренч. Тренч кого-то боится. Ладно. Воу, что было? Найти источник шума в офисе директора. Ну, типа, да, я слышал. Какое странное дерево. Открываем. Пошли. Черт. А он застрелился? Черт, черт, черт. Переключите карту. У меня появилась карта. Хочешь, что подняла его? Орудие убийства? Серьезно? Ну, как бы да, я хочу ствол. Взять ствол. Со стволом оно как-то поинтереснее. Не, красивые глаза. Глаза это первое, на что я смотрю у девушек, и они прекрасны. Только директор может пользоваться. Пистолет, меч специально не заполнено. Что это за советы? Ваша заявка будет обработана. Это свой пистолет разговаривает? Предметы силы могут быть причиной или следствием АМЦ, альтернативных мировых событий АМС, вторжений в нашу реальность. Табельное оружие – прекрасный образец предмета силы, ставшего неотъемлемой частью бюро. И ключевым компонентом в программе по отбору идеального кандидата. Это наш вариант русской рулетки. Выйдешь победителем, и ты директор. Только директор может привязать предмет, табельное оружие и жить, умереть. Это ваш ритуал испытания. Короче, со мной разговаривает пистолет. Необходимо выбрать, чтобы быть избранным. Но я избранный. Так, использовать табельное оружие для завершения испытания в астральном измерении. Где я, блядь? Охренеть. Так, что у нас? Ну, оружие как достать? Совет, жвачка, поляроид. Все, ничего из перечисленного. Да, блин, несите фигню. Прыгать умеем? Умеем. А залазить? Умеем? Умеем. А прыгать и залазить тоже умеем. Хорошо. Опа. Рукопашный. Ох! Да я тут могу стенки ломать. Ну, пошли. Привет. Какой-то горелый чувак. На нахуй. Вон и ствол. Пошли, пошли за стволом. Меня он интересует. Тот же пистолет. Он умный, блин. Ну, нормас. Все, я обуздал этого жеребца. О, целиться можно. Теперь у меня есть пистолет. Хорошо. Давайте мне... Ага, вон и уроды. Уничтожьте копии цели. Да я ж вообще Уокер, Техасский рейнджер. А как перезарядить? А, вот перезарядка пошла. Хорошо, хорошо. Пока табельное оружие не используется, боеприпасы восстанавливаются автоматически. Это как? Из чего? Оп. На нахуй. А у меня ж есть еще этот.
Вот так вот могу. Пока перезарядка. Ну, этих тварей, я думаю, можно и так убивать. Да убейся. Оу. Нифига себе. Это кто-то по мне дальним оружием бил? Судя по всему, да. Перезаряжай, пока никого нет. Так, при уроне враги сбрасывают элементы здоровья. Собирайте элементы для восстановления здоровья. Понял вас. Собрали. Что это за фигня? Вы владеете оружием. Совет назначает вас. Все, я директор? Класс! Самое легкое назначение в моей жизни. Что-то приближается. Угроза. Нападение. Директор должен спасти бюро. Вы слышали это? Это тот мертвец. Когда пирамида заговорила со мной. Пистолет живой. Знаешь, я рада, что пришла сюда. Да блин, такую пулялку дало. А это не я на фотке, а? А, это я на фотке. Меня это не напрягает? Типа, это ж я. Ну я же. Вроде я. Можно прибухнуть, а то у меня... Понятно, я все сломала. Есть белая рубашенька. Не, нормально, вот эти предметы физикой отличаются. Но это же мой кабинет, я ж могу его расхерачить. Это что у нас такое? Это ничего. Прикольно. Ну, конечно, папки вот эти вот склеенные, видите, да? Понятно, что каждую прописывать физическим объектом, это был бы гемор. Ладно. Что тут еще есть? Сишки. Сишки не надо нам? Ничего больше, судя по всему. Наверное, мне нужно вот туда, вот где желтенькая. Продвигайтесь вглубь в бюро. Вот туда мне надо. Это на выход, потом налево. Оу. Что-то тут изменилось. Что это такое? Этого нельзя допустить. Чересчур. Этого нельзя допустить. Не изменяй. Этого нельзя допустить. Что? Просто набор слов идет. Нельзя допустить чего-то. Хорошо. Тебе удалось это остановить. Ты... Спасибо. Это было... чудовищно. Хорошо, у вас там, господа... Воу. А как там прижаться к стене, например? Есть такая тут? Оп. На нахуй. Такс, охрана. Что у меня по охране? Исследование и записи. Тут тоже охранник ИИСов. Зараженный ИИСами. Охранник. ИИСами, блядь. Бюро имеет большое количество сотрудников встроенной безопасности. ИИСы быстро воспользовались этим фактом. Охранники ИИСов применяют винтовки установленного образца, компоновка Bullpup. Ну, это понятно, магазин сзади. Использовавшиеся ими до заражения. В то время как охранники в бронежилетах используют дробовики. У них не наблюдается пара естественных способностей, за исключением того, что некоторые охранники ИИСов защищены плотным щитом резонанса ИИСов. Блять, кто это писал? Способным останавливать пули. Является ли данный щит результатом длительного заражения ИИСами? Достигают ли ИИСы с течением времени зрелости в телах органических носителей? Требуется больше данных. Являются ли целью ИИСов люди с боевой подготовкой? Обладают ли ИИСы подобным уровнем осведомленности? Используют ли они носителей для задач, для которых те подходят лучше всего? Прошедшие боевую подготовку носители резервируются для боя? Все эти вопросы на будущее, хотя очевидно, что зараженные люди сохраняют знания об использовании своего оружия. Понятно. Это у нас бывший директор. Табельное оружие. Форма предмета изменчива. Когда предмет привязан, он позволяет параутилитам привязку к данному объекту.
должны осуществлять лишь лица, претендующие на должность директора, наверное. Предмет определяет, являешься ли ты директором, наверное. В случае отказа претендент уничтожается. Процесс диктуется, но критерии неизвестны. Предмет был обнаружен в старейшем доме, в комнате, где сейчас располагается кабинет директора. Популярная гипотеза, множество форм за всю историю. Мёльнир, Экскалибур, Варнаустра, все оружие, которое выбирало, наверное, своих владельцев. Если предметы силы представляют собой взаимодействие сил, основанных на коллективном подсознательном, это может быть первоначальным проявлением того события. Если это так, не знаю что. Для получения более подробной информации смотрите презентацию доктора Дарлинга. Короче, у меня легендарная пулялка, то есть оружие, которое меняет форму, которое в свое время было Экскалибуром, Мёльниром. А Мёльнир это молот Тора. Тор это скандинавский бог. А при чем тут Англия, Экскалибур? Блять, в вашем мире опять, вот это меня бесит дико в играх, они начинают перемешивать богов. Бог может быть, как по мне, не может быть в каждой стране своего. Он как-то должен быть один в игровом мире. Ну ладно, это уже мои претензии. Так, презентация Дарлинга. Предмет силы это причина или следствие... А, ты мне уже это показывал. Хорошо, это я уже видел. Значит, у меня крутейший ствол. И, наверное, потом он еще сможет во что-нибудь превращаться. Как я понимаю. Может, меня теперь пустит? Я же директор. Нет, не пустит. Ладно, а идти мне нужно вот туда. Ну, вот сюда, судя по всему. Так, смотрим по сторонам. Исполнительный отдел. О-о-о. Засекреченная линия. Это доктор? Ориентиры. Чем я... Это, блин, глюки какие-то. Так, ой, мне не нравятся эти ребята. Короче, может, лучше их сбивать, пока они висят? Пока они висят, типа... Кто? Оп. Блин, а почему я не могу там прижаться к стенке, например? Нормальная была бы тема. Ну, где? Тут же было тело. Или он пропал? Звук откуда? Воу. Минус. Может, этих лучше я буду убивать, пока они там висят. Минус. Перезаряжаемся. Вау. Хорошо, что они хотя бы косые. Потому что без укрытия я как-то не привык. Я привык, что можно прижаться к стеночке, выглянуть, дать пиздюлину. Потом уже дальше продолжать. Короче, если что, обойма хватает на 2 товарищей. Все, висячие закончились. Это что у нас такое? Увеличение точности, мод оружия. Хочу мод оружия. Ну, где? А, вот, плюсик, ну, вставляй. Хватка. Надежное полуавтоматическое оружие, сеющее смерть как на ближнем, так и на дальней дистанции. Ну, хорошо. Типа, установил. Персональных модов у меня нет. Здоровье мне можно собирать, тут по мне как бы особо и не попали. Не нравятся мне люди, которые вот так вот висят. Они у меня не вызывают доверия. Вон, что-то есть. Надо читать, чтобы хотя бы врубаться, что в мире-то происходит. Так. Пункты повестки дня для следующего совещания руководства. Повышение расходов на реагирование на АМС. Новости о мероприятиях по ликвидации плесени. Предстоящий ежегодный пересмотр окладов. Необходимость найти и утвердить нового поставщика фильтров для кофе. Это важно, блядь. Приходите подготовившись. Спасибо за уделенное время. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Оу, какая я неуклюжая. Ну ладно, на самом деле я даже не пыталась. Вот еще что-то есть. Так. Это мне типа ту же запись сюда скопируют. Давайте так послушаем ее. При неожиданном перемещении здания выполните следующие шаги. Найдите в помещении измененные предметы или предметы силы. Отнесите их в ближайшее убежище.
Дождитесь, пока сотрудники бюро найдут вас и предмет. Если поблизости нет измененных предметов или предметов силы, обратитесь к своему руководителю через ближайший интерком и дождитесь дальнейших инструкций. Благодарим за внимание. И вам всего хорошего. Короче, это здание еще может куда-то перемещаться. Офигеть. Не, гляньте, красиво стекло разбилось. Неплохо, неплохо выглядит. Мне нравится. Так, во что они тут играются? Непонятно, во что они тут играются. Ищем белые точки. Белые точки — это документы. Вот, например, здесь. Кстати, вон товарищ висит. Ну, исчезай. Текст, что у нас тут? Открывается. Не, ну открывается это хорошо, только меня вот это вот интересует. Неопределенное показание, какие-то материалы. Хрен его знает, что это. Персональный мод, восстановление энергии. Давайте установим. Скорость восстановления энергии плюс 16. А что у меня энергия? А где у меня энергия? Какие-то материалы, короче, я собрал. Ну ладно. Это, судя по всему, для кого-то крафта. Энергия, энергия. Может, энергия — это здоровье? Ну, а что это закрылось? Текс. Чего у нас здесь? Ух ты, я еще могу и так. Материал, память дома. Опять читать. Или что это? Ну, вроде нет. Вот это значит читать. Такс. Смотрим. Мы проверили предполагаемое АМС в Дулуте. Там ничего не было, как и в случае с пожаром в доме, который мы проверили накануне. Как и в случае с поломанной сушилкой для одежды, которой мы занимались до этого. Скажу честно, моя команда уже сыта по уши этими пустышками. Нам нужен более надежный способ распознавания настоящих АМС. Ну или хотя бы производите какую-то ротацию полевых агентов. Как бы там ни было, мы собираемся проверить следующий объект в нашем списку — ферму Шермана. Надеюсь, там мы найдем что-нибудь интересное. Искренне Кином. Искренне спасибо. Тут вот, кстати, товарищ висит. Ну, ладно, пусть висит. Фиг с вами. Тут, наверное, ничего нет? Или есть? Вроде не вижу никаких активных. Ага, вон вижу активность. Еще какая-то запись. Так, резервирование столика для ужина на 19:00 в Чес Амбре. Жена встретит вас уже там. Не опаздывайте. Цветы вас ждут у администратора вестибюля. Помните, ей исполнилось 46. А вот это, кстати, полезно, когда секретарша занимается твоими семейными делами. Напоминает, какое числа у твоей девушки день рождения. Когда у вас там год. Очень даже выручает, скажу я вам. Значит, куда мне еще, кроме как сюда? Центральный отдел. Блин, оно так пишет, как будто такой: о, центральный отдел. Я должен удивиться, я должен что? Опять этот шипящий звук, который мы уже пытались захватить. Исы. Их шипение проникает в каждую щель здесь. Объясните мне, кто такие исы? Исы твои враги? Да ладно, теперь это наши враги. Ой, мне бы хоть объяснили, кто такие исы. Этот звук заразен, он проникает в голову, словно выводящая из себя мелодия, которую ты напеваешь во время сна. Давайте прочтем, что мне там написали. Может, расскажут, что такие исы. Как вести себя со случайными посетителями вестибюля? Начните со следующего. Добро пожаловать в Федеральное бюро контроля, созданное в 1964 году в рамках мероприятия по укреплению правительственных отношений. Мы гордимся тем, что служим Соединенным Штатам, а кому же еще? И их народу, стремясь к прозрачности и совершенству во всех аспектах инфраструктуры нашей уважаемой нации. Если они не уйдут, задайте им следующие вопросы. Вы здесь кого-то ищете? Вы из Нью-Йорка или просто с визитом? Как вы нашли это место? Если их ответы достаточно безобидны, объясните им, что объектное федеральное учреждение и что им нужно уйти. Если ответ кажется, подозрительным, наверное, сопроводите этого человека в отдельную комнату. Затем проведите психологическую оценку по Гуннарсу. Если их ответы находятся в допустимых пределах отклонения, смотрите предоставленный оценочный лист. Тогда немедленно пошлите их нахуй. Помните, излишней подозрительности не бывает. Правильно? Лучше перебдеть, чем недобдеть. И еще городские легенды. Городские легенды.
Охранники ИИСов. Ну, короче, ИИСы, как я понимаю, это какой-то, блядь, дух или что-нибудь в таком роде. Так. Исследования параестественных тем «Городские легенды». Как полагают, городские легенды влияют на сознание измененных материалов, но также способны диктовать характеристики альтернативного мирового события. Городские легенды рассматриваются в качестве современной эволюции архетипов Юнга. Мы признаем определенные что-то, раскрытые нашим собственным кем-то, и популяризируемые нашим средством массовой информации. Кроме того, мы доказали, что городские легенды могут быть даже искусственно что-то в популярной культуре, используя подготовленную нашим бюро телевизионную программу «Антологию». Как только семена посеяны, человеческое воображение усугубляет подробности. Некоторые параестественные явления содержат четкие элементы из популярного фольклора. АМС, происходящий лишь в что-то, пара ножниц, потребляющая людские что-то, через два прокола на где-то. Эти подробности, живущие в умах столь многих, получили силу через веру. Городские легенды — это не просто истории для детей, это параестественные реальности, ожидающие своего появления. Городские легенды. Кого мне тут? Мумитроликов надо будет валить или Бабу-Ягу? Хотя это США, кто у них там? Кровавая Мэри? Или что-то в этом роде. Дэнсим. Ну ладно. Под музыку стреляться веселее, если что. Воу. Вот тут уже мрачновато. А как спуститься? Че, прыгать, что ли? Не могу и прыгать. Воу, 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 воу. Ты че начинаешь? Нормально ж общались. Оп. Воу-воу. А он зашел внутрь, и что-то началось не очень классно. Убей, нахрен. Убить. Убить, убить, убить. Или это кто-то вылез отсюда? А такое ощущение, что стал между этими фиговинами, вот он. И какой-то он очень хпшный. Не перезаряжайся, перезаряжайся. Блять. Добивай руками, на нахуй. Так, усиление энергии, персональный мод. Враг. Что враг? Заражение. Распространяется. Нихера. Непонятно. Очистить точку контроля. Что это значит? Помоги мне. Я бы с удовольствием тебе помог, только я сам ни хрена не понимаю, что это значит. Зачистить точку контроля. Ну зачищай давай. Все, я молодец, я что-то вычистил. Ла. Но я же женщина, я умею чистить. Сексистские шуточки одни из самых любимых. У тебя получилось. У нас получилось. Взаимодействуйте с очищенными точками контроля для полного восстановления здоровья. Ага, это типа, ну это... О, одежда. Что, можно еще как бы оперативное реагирование. Гражданское или оперативное реагирование. Давайте будем такие... Как боец. Быстрое перемещение. Куда можно? Судя по всему, никуда. Эти точки надо открывать, наверное. Блин, она дико похожа на одну девчулю, с которой я в школе учился. Куда мне надо идти? Я в центральном отделе. Мне нужно поговорить с голосом из интеркома в убежище. Ну, а голос слышу. А где интерком? И где убежище? Это похоже на то, что меня сюда не пустят. Это у нас сектор лифт. Сектор лифт на барабане. В общем. Убежище, убежище, убежище. Ага, вот оно убежище. Привет, интерком. Я даже передать не могу, как я рада поговорить с кем-то адекватным. Взаимно. Я Поуп, Эмили Поуп, помощница директора Дарлинга. Моя очередь. Солгать ей? Джесси Фейден. Просто посетительница. Я должна была соврать. Черт, вы новый директор. Ну типа да. Подождите, мы выходим.
Выходите из убежища. Ой, что у тебя с волосами, женщина? Директор? Фейден? Зовите меня Джесси. Ладно, Джесси. Я Эмили. А что это, блядь, за пояс Шахида? Каким-то образом эта враждебная сила, эти... Исы? Да, неплохо звучит. Каким-то образом и Исы проникли в здание. И раз я придумала для них официальное название... Иисы. Похоже на звук ядовитого газа, вырывающегося при утечке. А, это я еще, блядь, придумал. Здание полностью изолировано. Эта зараза распространяется всюду. Поражает каждого, кто не носит рук. Но, как ни странно, кроме вас. Вы директор, и это по определению делает вас особенной. Очевидно, Тренч больше не директор. Простите, я слишком много болтаю. Вся эта ситуация, это для меня чересчур. Тренч мертв. Застрелен. Я нашла его тело и пистолет. И изнасиловала труп. Сказать ей, что это было похоже на самоубийство табельным оружием. А еще, хоть это может показаться странным, он иногда является мне и говорит разные вещи. Это трудно разобрать, но он сказал мне очистить точку контроля. Оттеснить иисов, а потом вся комната перевернулась. И вы сделали это? Вошли в изолированное здание, в которое так просто не попасть еще до того, как стали директором? Но как? Я пока не готова рассказать ей про тебя. Меня впустил уборщик. Здорово. Блин, да это просто невероятно. Это пиздеж. Правильное слово. Я не могу даже, Джессика, у меня миллион вопросов к вам. А у вас, наверное, еще больше. Что-то вроде, вы знаете моего брата? Пока нет. Но есть кое-что, о чем я хотела бы вас сначала попросить. Если вы очистите от заражения точку контроля, тогда, возможно, удастся исцелить зараженных, находящихся под влиянием иисов. Если это возможно, наши шансы значительно возрастут. Эмили Поуп. Мы с ней не знакомы, но она уже мне нравится. Она прямая противоположность безликому бюро, которую я виню за случившееся со мной в детстве. Но пока я не могу ей доверять, ведь она часть бюро. Да. Попытаюсь. У нее странные волосы. Я имею в виду и тебя, конечно. Мы попытаемся вместе. Короче, она типа игрок здесь, как ее внутренний голос. Да помогу я тебе, помогу. Нам уже приходится это делать, изгонять иисов. Иисов, чем мы такое тупое название-то им придумали? Назвали бы какими-нибудь демонами. Ебаками. Отличное название, звучит. Так, снаряжение, персональные моды. Ну, у меня ж типа такой же есть. У меня восстановление энергии плюс 16, а это типа усиление энергии, энергия плюс 6. Можно деконструировать. Ладно, пока не будем ничего деконструировать. Так, точки контроля. Точки контроля — это места в старейшем доме, которые бюро считает важнейшими узлами. Если вокруг точки контроля установить гармонизаторы в таком-то там порядке, то область вокруг точки не будет претерпевать непредсказуемые перемещения. Такие точки контроля обнаруживаются, для чего необходимо обеспечить передачу импульса без помех в радиусе 11 метров при помощи чего-то. Многочисленные исследователи пытались понять точки контроля, называя их нервными узлами или уязвимыми точками старейшего дома. Общим фактором в этих теориях является то, что точки подвержены внешнему воздействию. Это позволяет нам стабилизировать старейший дом и работать в нем более уверенно. Теоретически эта технология может быть экстраполирована для стабилизации старейшего дома полностью, но тестирование показало, что определенные части здания отказываются. Полный отчет в файле. Ну блин. В общем, как я понимаю лор. Это какое-то здание, типа место силы. И в нем есть еще места силы. Оружие у меня это легендарное супероружие, которое было во все времена. И это здание может перемещаться между какими-то реальностями. При этом оно находится как бы в городе. То есть внешне оно, наверное, не изменяется, а вот внутренне изменяется полностью. Так, убежище закрылось. Ну, а я избранная, как бы. Привет, мужик. Ты тоже шахид? Аллах бабах. Не работаем. Ой, какая у тебя милая причесочка. Ой, какая штучечка на лбу. Вот и милашка. Ладно.
Очистить зараженного ИИСами агента. А где? Вот это ты? Здесь я могу переодеться и сохраниться, судя по всему. Покажите мне агента, зараженного ИИСами. Сюда мне, наверное, нельзя, пока красным горит. Ага, вот это, наверное, агент, зараженный ИИСами. Ну давай. А я их расстреливал. Ну ладно. А оказывается, их спасать надо. Опять на плохую концовку прохожу. Ну уже. Ну давай, давай. Все, труп. Или встанет. Блин, реально неимоверно похожа на девочку, с которой я учился. Интересно, что сейчас с ней? Не сработало. Наверняка счастливая разведенка с 4 детьми и 2 просранными браками. У меня что-то многие по этой колее пошли. Ну а где это Эмили Поуп? Нам нужен план. Я не могу очистить их. Я видела. Стоило попытаться. Спасибо, директор Джесси, вы только что убили человека. Да как бы не за что, я до этого тоже убивала. Расскажи ей, почему я здесь. Рискну. 17 лет назад в моем родном городе Ординариуме случилось происшествие, и бюро было там. Агенты бюро пришли и поместили все под купол. С тех пор я ищу это место. Пока хватит. Наверное, я и так слишком много сказала. Я не могу ей пока рассказать ей о Дилане и всем остальном. Да, я видела упоминания об альтернативном мировом событии, имевшем место в Ординариуме. Вы были в эпицентре в детстве? Это было крупнейшее событие. Меня еще здесь не было. Оно сильно засекречено. Я не могу порыть... я могу порыться в старых файлах. Мой шеф Каспер Дарлинг знает больше. Но он пропал. Думаю, он знал о том, что что-то произойдет. Это он придумал РУХ, резонансные усилители Гидрона, благодаря которым мы все еще живы. А это не жилеты Шахида, да? Ну ладно. И директор Тренч, он тоже мог бы. Тренч. Призрак или что-то еще. Он упоминал нечто вроде телефона прямой связи и сказал, что я должна найти его. Это предмет силы, наподобие вашего пистолета. С виду это старый бакелетовый телефон. Это прямая связь директора с советом. Возможно, с его помощью он сможет говорить с вами более отчетливо. У Тренча огромный опыт. Он может знать, как уничтожить ИИСов. И где же искать телефон? Он находится в отделе связи, сразу за залом обработки. Это в нашем секторе, так что мы сможем попасть туда даже во время изоляции. Мы откроем вам дверь. Хорошо. Значит, направляюсь туда. Это отдел Томаси. Он заведует связью. Не думаю, что у него был рук. До того, как все произошло, он выступал против ношения рук. Будьте осторожны. Очень неудобно, субтитры пишутся, и тут светлый фон. Он зовет меня директором. А да, но я не он. Я не директор, не лидер. Да я еще тот лидер, ты чё? За мной бесстрашная армия. Зачем я здесь? Думаю, ты уже знаешь. Да, я пришла за братом, но есть и другие причины. Я сказала, что ищу ответы, но, может, я никогда не пойму их. Я не ищу доказательств, их и так предостаточно. Не важно, что мне говорили все эти годы. Теперь я знаю правду. Я ничего не выдумала. И я хочу быть частью этого мира. Меня пугает до чертиков, что я все-таки нашла это место. Лишь чтобы увидеть, как все рушится. Честно, ребят, мне напоминает эта игру, вот я Тиранию когда-то играл. Охренительная РПГшка, олдскульная такая, все дела, но они решили создать свой мир, и в этом мире, как бы, все знакомые понятия, они заменили своими. То есть, просто магия, это та же магия, но она называется по-другому. Из-за этого очень сложно читать документы, записи, это напрягает. Это прям пипец. Для вас это новое, поэтому не стесняйтесь спрашивать меня обо всем, о чем хотите. Глупых вопросов не бывает. Дверь в отдел связи находится в вестибюле рядом с конференц-залом. Хорошо. Пока все понятно. Идите по знакам в зале.
Хорошо. Я согласна. Текс. Это лифт. Вон дверь, вижу. На нее на всякий случай еще и наводит. Так вот, вот действительно, то есть мир как бы вам привычный, но из-за того, что другие названия, вы не совсем можете понимать, что, как и где происходит. О том, что дракон называется не драконом, гном не гномом, ну и так далее. Короче, это напрягает. Так, дропчик. Приветственное сообщение. Ну, что я подобрал? Повышение здоровья. Ну, со здоровьем у меня тоже пока проблем особых не было. У меня только одна ячейка под мод. Продави пальцем поверхность. Ну, продави пальцем поверхность. Сюда меня нельзя, да? А там вон дроп. Тут вообще, он, какие-нибудь гастарбайтеры захерачили все монтажной пеной. Зачем что-то ремонтировать? Синей изолентой надо было. А тут, походу, чувачок из Fallout, судя по костюму, выходец из убежища. Так, стул. А чё оно так горит? Он не просто так блестит, я думаю. Какие-то документы. Оп. Зря ты так. Я ж опасная баба-воин. Оу. Куда прилет? Не надо дергаться на бабу-воина. Еще какой-то дропчик. Неопределенное показание. А, ну это снаряжение. Хорошо, персональные моды. Ну вот, они есть, но хп мне как бы и не надо. Я, типа, меня и пока не убивали. Войдите в отдел связи, чтобы найти телефон. Хорошо, это я понял. Старый телефон, чтобы принимать сообщения от мертвого директора. Нормально. Исследование и записи. Портрет директора Захарии Тренча. Ну так я его уже видел. Захария Тренч. Реально, папа Тони Старка. Давайте прочтем транспортные расходы. Что тут куда везли и что за это платили. Так, посещены следующие гостиницы в Неваде. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out, Aztec Court, ну и так далее. Расходы: проживания $831, питание $714, бензин $295, мини-бар $313. Да, кто-то накидывался. Интересно, есть ли мотель под названием Ocean View в не имеющем выхода к морю месте? Хотя ладно, мне ведь не платят за то, чтобы думать. Для записи же я снова требую вас предоставить нам бюджет для того, чтобы каждую ночь каждый спал в своей комнате. Агент Раули и я сильно устали спать в этой комнате. Увидимся в пути. Так, ссылка по мини-бару. Ребята из исследовательской утверждают, что выполнение ритуалов может помочь в определении любого места силы. Мой ритуал заключается в том, чтобы пить эти малюсенькие виски. Да, я знаю такой ритуал, он очень даже неплох. Практикую. Кстати, вот опять ребята из Fallout. Ой-ой-ой-ой, чё съебало? Мать живая? Ему, по-моему, хорошо и без меня здесь. Вон, летающие ребята. Давайте туда пойдем. Мне нравится вот такое что-то. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Иса, здесь их сила. Ну так а что? Ты не хочешь, чтобы я находилась здесь? И я согласна. Короче, наверное, туда мне пока не надо. Оп, вижу. Мимо. Перезаряжайся быстрее. Ну, со стрелом пока как бы проблем никаких не ощущаю. ХПшечка, конечно, уходит, но так вообще понемножечку. Так, исследование записи, барьеры ИСов. Это что-то мне добавило. Ну, давайте. После резонанса ИИСов являются физическим препятствием, которое трудно определить. Барьеры ИИСов являются способом препятствовать побегу или доступу персонала в бюро. Были обнаружены два способа опустить их. Уничтожить несколько источников сконцентрированного резонанса, найденных в непосредственной близости. Уничтожить ИИСа в этом районе. Кажется, что резонансные поля требуют поддержки своего размера и плотности от других, не связанных источников резонанса ИИСов. Не имея возможности подпитываться из этих источников, барьер упадет.
Может ли неактивная структура, созданная из резонанса ИИСов, считаться сознательным существом? Различие имеет какое-либо... различие имеет какое-либо значение в отношении ИИСов. Что нам говорят об ИИСах? Сам факт строительства стен для предотвращения нашего передвижения. До какой степени они наблюдают и планируют? Короче, разумны они или нет? По-русски это звучит. Вот опять, они говорят простые вещи сложными словами. Вот в этом проблема. Понимание. Ну, собирай хпшечки. Или они восстановились. Так, можно сюда пойти, судя по всему. Можно... Здесь больше ничего нет. Вон есть убежище какое-то. Может, там кто-то есть в убежище-то? Открываем. Папочку. Оу! Что-то тут засрано, ребят. Прям вообще. Ой, блядь. Ой, блядь. Понял, у меня хп улетает нахер. А как это убрать? Короче, какое-то засранное убежище, но я не перепрыгаю. Не-не-не, у меня хп улетит просто. Сводка по Гаване. Что там в Гаване произошло? Звукофизическое событие произошло в посольстве США в Гаване и привело к травмированию большей части дипломатических сотрудников, а также смертельным исходом какому-то количеству, после чего информация была обработана бюро. Агенты бюро прибыли в посольство в день получения информации по федеральным каналам, но слишком поздно для того, чтобы подтвердить АМС, которая, как сообщается, явилась. Сотрудники почувствовали внезапную интенсивную вибрацию и шум, сопровождающиеся сильным давлением в ушах. Явление длилось сколько-то минут. Никаких визуальных проявлений свидетели не заметили. Место происшествия было оцеплено, а сотрудники посольства доставлены на континент. После того, как вблизи эпицентра была зачитана формула 9, один из ковбойских сапог начал вибрировать, выдавая измененный предмет. Предмет был изолирован, доставлен в бюро для дальнейшего изучения. Так, ну сюда мне, короче, пока не надо. Я не зайду, у меня хп улетело просто жутко. И типа, как сейчас хилиться-то? Где, точнее говоря, хилиться? Вон есть две двери. Одна дверь, вторая дверь. Есть еще там дверь. А мне надо в отдел связи, да? Но он у меня не... ну, в принципе, мне сюда. Так, мне сейчас надо настрелять этих ИИСов и восстановить хпшечку. Недошедшие письма. Вау. Как все жестко, как все жестко. Ну, пока врагов не вижу, и то хорошо. Блин, хоть у кого-нибудь какая-нибудь игра бы висела на компьютере. Ну, чисто так, как пасхалочка, прикольно было бы. PES, например. Блин, давит на уши, конечно, звук. Че, я сломал тут что-то? О, вижу. Это типа бронированная тварь. О, граната, 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 граната. Не зацепила? Жива, сучечка. Ну и где это? Мразь, вон, ходит. Оу! Пугаете же меня. Валить надо, валить, 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 валить. Минус. Хорошо, остался этот бронированный чувак, да? Где он там? Вон еще один. О, опять граната. Да хватит меня пинать. Открывай пока. У меня с хпшкой беда. А где ты, сука? Чё-то не вижу. Ага, вот он, сука. Это обычный. Блин, бежи, беги, 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 беги. ХП вообще нет, как хилиться? Короче, надо издалека этого валить, он с дробовиком, да, судя по всему. Почему у него вообще ХП не уходит? Я понял, что он, блин, бронированный. Что мне делать-то с этим? У меня с ХП беда. Так, пошли его там возьмем ХП. Вот, взяли. И здесь еще два. И тут еще одно. Взять взяли. Здесь, по-моему, тоже я кого-то убил. Вот еще два хпшечка. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я ему вот вроде сбиваю броню, она потом у него восстанавливается, блин. И перезаряжайся быстрее, 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 быстрее. Слава богу. Сдохла. Фух. Это было потно. Ну, точнее, если бы я, конечно, в ту комнату не залез, не просрал все хп, это было бы не потно. А так это было потно. Такс. Еще записки.
Много что тут записок. Федеральное бюро контроля. Приветствую, директор Тренч. Спасибо, что подтвердили мой запрос об архиве недошедших писем. Каталогизация коллекции невостребованной почты позволит создать чрезвычайно удобную базу данных, которую исследовательские группы могут использовать для поиска среди писем любых связей или связанных тем. Кроме более функциональной цели, архив также позволит нам сохранить эти истории с человеческих встреч с миром параестественного. Письма попали к нам из различных мест и времен. Все помоченные почтовой службой как такие. Все помоченные почтовой службой как такие. Помеченные, блядь, помоченные, которые невозможно доставить. Это баг перевода. Бюро послужит для них идеальной конечной остановкой. Я отдаю себе отчет, что не все письма содержат упоминания о настоящих параестественных событиях. Но даже такие письма полезны, ведь они позволят пролить свет на то, что простые люди воспринимают неизвестное. Конечно, я сначала создам систему, которая позволит нам анализировать письма из наличия любой информации или предполагаемых связей с АСМ и измененными материалами. Итак, в очередной раз спасибо. С нетерпением жду возможности заняться недошедшими письмами. Ох, письма. Недошедшие. Так, вот здесь я вроде все собрал. Вон еще что-то есть. Темно, как у негров с задницы. Поющая рыба. История. Уважаемый самый главный, я звонил полицейским, но они так и не приехали ко мне. Понятно, пишет стандартный комментатор на ютубе. Это большая проблема, и тебе надо послать ребят ее решить. Тут у меня на стенах поет рыба, и жена подтвердит, но она не настоящая, а поет, если нажать кнопку. Но тут внутри дьявол. Я точно говорю, она летает ночью и поет песни дьявола. И много ругается. Дьявол залез в мой дом за рыбой. И тебе надо срочно сюда приехать и мне помочь. Жена очень волнуется. Ты приедешь? С уважением, Дейн Бар. Стандартный хейтер с ютуба. Один в один. У них у всех на стенах поющая рыба. Летает там дьявол. А еще у них горят жопы, когда они смотрят мои видосы. Так, тут пустота. Летающие люди. Ладно, фиг с ними, я понял. Они неплохие. Я думал, они, короче, вниз спускаются и становятся как бы этими яисами. Где еще? Ага, вот оно место силы. Блин, не добил. Да ты... Сдохни, сука. Мало боеприпасов. Интересно, там есть какой-нибудь апгрейд, типа вот больше боеприпасов в стволе? Вот это вот была бы очень путевая штука. Судя по всему, это место сохранения. Зачищаем точку контроля. И типа становится все нормально. Эти исы, как я понимаю, еще изменяют реальность. Но странно, что они изменяют реальность так, что как бы я могу входить в комнаты. Так, точка контроля. Все, очистили. Быстрое перемещение. То есть я теперь, наверное, смогу вот сюда переместиться, в центральный отдел. Смогу быстро? Да, хорошо, есть быстрое перемещение. Ну что ж, я думаю, для первого взгляда этого достаточно. Опять же, если вам заходит контентик, заходит игруля, заходят мои комментарии, пиши. Я читаю, я делаю выводы. По обезьянкам, наверное, продолжим прохождение, потому что вроде как неплохо. Ну, денек туда-сюда подождем, посмотрим, как нас смотрят. В целом, мне пока интересно. Ну, а с вами был Морж. Отдельное спасибо новым подписчикам, отдельное спасибо за лайки и отдельное спасибо за комментарии. До новых встреч, ребятки. Пока-пока.